Внимание! Данное видео ориентировано строго на очень узкий круг людей, которые заинтересованы в организации турниров, уже имеют работать со стандартным турнирным клиентом, а также обладают базовыми знаниями о том, что такое сетка и как она делается. Для игрока здесь, скорее всего, нет никакой полезной информации. Автор этого видео, как и вся команда ОСУ, не предоставляет никаких гарантий работоспособности и стабильности ниже указанного клиента, ибо он находится в активной стадии разработки и постоянно меняется. Потому настоятельно рекомендуется тщательно знакомиться с функционалом, провести его тесты и решить для себя, хотите ли вы его использовать или нет. Привет! Сегодня поговорим о турнирном клиенте OSU Laser, его полной кастомизации и настройки. Для начала небольшое вступление. Данный турнирный клиент является логическим продолжением основного клиента со стейбла, который на текущий момент в связи с отсутствием по нему какой-либо документации был замечен только на ОВЦ. В качестве новых плюшек на нем мы имеем турнирная сетка, которая автоматически обновляется по мере прохождения матчей, имеет возможность запоминать маппулы для каждого раунда. Анимированные бэкграунды, которые динамически изменяются в зависимости от выбранного окна. Жеребьевка. Полностью функционирующий маппул, который в автоматическом режиме будет подсвечивать карты, которые были пикнуты игроками. Красивый экран ожидания, а также список прошедших, текущих и грядущих матчей. По поводу системных требований и необходимого оборудования для возможности проведения стрима. Оперативная память должна быть не менее 8 ГБ, и это прямо минимум. OBS может крашнуться, если будет запущено хоть одно дополнительное приложение. 8 гигов мы укладываемся как раз, с 16 и выше проблем быть не должно. 2 монитора, и это обязательно. Зачем, объясню чуть позже. Достаточно мощный процессор и видеокарта. Под достаточно мощным подразумевается возможность стримить 6000 битрейта и не проседать по кадрам. Можете использовать это как бенчмарк. С оборудованием определились, теперь перейдем к изначальной подготовке системы к использованию клиента. Для начала нужно скачать сам OSU Laser, это можно сделать на официальной странице проекта на GitHub во вкладке релизы. После того, как вы установили игру, вам нужно будет сделать копию ярлыка на рабочем столе, нажать свойства и добавить вот этот аргумент. Открываем его и видим следующее окно. Сразу хочу заметить, что изменение разрешения окна приведет к неминуемому крашу клиента, поэтому перед тем, как мы начнем с ним работать, рекомендую закрыть его, открыть OSU Laser, перевести его в режим окна, изменить разрешение на нужный и перезайти в турнирный клиент. На тот случай, если турнирный клиент открывается в полноэкранном режиме, нужно немного потянуть его за нижнюю грань. Слева мы наблюдаем 3 верхние кнопки. Именно ими осуществляется вся настройка турнира. Начнем с первой, а именно с редактора команд. Провалившись в это окно, есть 3 основных поля. Имя команды, их акронимы. Именно они будут отображаться в турнирной сетке для зрителя. И флаг. Давайте проведем небольшой турнир на 16 команд по системе Round Robin Double Elimination. В качестве команд я буду использовать страны, взятые со стандартного шаблона ОВЦ, но мы немного кастомизируем их. Итак, создаем их. По дефолту флаги есть только общепринятых стран, но мы можем это исправить. Это нужно, например, в том случае, если ваш турнир 1 на 1, у вас есть свои флаги команд, или же вы хотите использовать аватар капитана команды как ее флаг. То тогда вы можете сделать это следующим образом. Для этого создадим папку Flags по данному пути и поместим туда нужный нам кастомный флаг с хорошо запоминающимся названием. Перезайдем в клиент и попробуем его применить. Теперь давайте проведем жеребьевку о том, кто с кем будет играть. Нажимаем Drawings, его нет, здесь ничего нет, как же так? С этого момента поконкретнее. Для того, чтобы жеребьевка заработала, закрываем клиент, перед этим не забывая сохранить все внесенные изменения. Все в той же директории создаем следующие файлы. Drawings.ini и Drawings.txt. В файл Drawings.txt мы помещаем команды в таком формате. Флаг, который мы поместили ранее, полное название команды и ее акроним. Таким образом заполняем файл всеми командами, которые у нас есть на турнире. Далее файл Drawings.ini. Это конфигурационный файл жеребьевки, и в нем всего 2 параметра. Это общее количество групп и сколько команд должно входить в каждую. Думаю, здесь все понятно. Поскольку для нашего примера я выбрал 16 команд, то нам нужно будет 8 групп по 2 команды в каждую. Сохраняем все файлы, заходим в клиент, нажимаем Drawings и, о чудо, оно заработало. И последний момент. Это игроки в командах. Если ваш турнир 1 на 1, то вы можете ничего сюда не добавлять, ибо название команды в этом случае будет совпадать с никами игроков. Однако, если ваш турнир идет в рамках 2 на 2 или больше, то следует добавить игроков в соответствующие поля, как показано. Так, с жеребьевкой разобрались. Далее раунды. С этим должно быть все просто. Создаем нужные раунды под наш турнир и заполняем маппулами. Будьте внимательными. Время начала раунда должно быть не позднее времени начала матчей в этом раунде. Если вы допустите такую ошибку, то после закрытия клиента он не запустится снова, и вам придется все делать заново или редактировать соответствующий файл вручную. С раундами покончено. Теперь дело за сеткой. Кликаем, проваливаемся вот в такое меню, и о боже, здесь опять ничего нет! В этот раз ничего криминального. Для того, чтобы создать матч, жмем по пустому месту правой кнопкой мыши и нажимаем на одноименную кнопку. Я рекомендую перед каким-либо изначальным заполнением создать шаблон сетки вашего турнира.
К сожалению, клиент не обладает возможностями автоматического создания сетки, а также ее выравнивания, поэтому придется немного над этим посидеть. Для начала соединим наши матчи друг с другом. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по нужной игре и выберите соответствующий пункт в меню. Далее все должно быть интуитивно понятно. Что касается нижней сетки, то тут все то же самое, за исключением того, что соединять и объявлять матчи нужно соответствующими кнопками. После того, как мы закончим с шаблоном сетки нашего турнира, ее пора заполнить. Команды вписываем по результату жеребьевки, которые можно взять в этом файле. И если сетка будет сделана правильно, то это будет последний раз, когда вы вносите какие-либо изменения в нее, ибо с этого момента она будет работать автоматически. Давайте сделаем первый матч активным и перейдем в секцию, где расположен мап-пул. Напомню, что пул будет автоматически изменяться, если ваш матч имеет другой раунд. Так, все на месте, за исключением иконок модов, которые можно увидеть в этом клиенте на OVC. Для того, чтобы их получить, нужно закрыть клиент, все в той же папке создать директорию mods и от нее по тому же принципу, что и с флагами накидать иконок. Для примера я использовал иконки со скина Ваксея. Перезаходим в клиент, редактируем наш раунд и, о чудо, иконки появились. Последним этапом подготовки можно считать применение анимированного заднего фона. На момент создания этого видео клиент воспринимает только строго названные вот так файлы с расширением M4V. Помните, что ваш бэкграунд должен быть лупом, иначе будут рывки. На этом подготовку клиента можно считать оконченной. Далее начинается самое интересное – приведение этого клиента в работу. Помните, я говорил, что вам понадобится два монитора? Сейчас объясню для чего. Переходим в параметры дисплея и делаем наш второй монитор основным. Делается это для того, чтобы турнирный клиент со стабильной версией открывался на втором мониторе. Перенос его на другой монитор обычным способом не предоставляется возможным, он крепится к основному монитору, объявленным Windows. Объяснять, как работает старый турнирный клиент, я не буду. Почитать документацию о нем можно на вики, она исчерпывающая. Я оставлю все необходимые ссылки в описании. Да, чуть не забыл, вы должны быть на экспериментальной Cutting Edge ветке игры. Создаем тестовый матч любым удобным вам способом. Я буду использовать IRC-клиент. Запускаем стандартный турнирный клиент и подключаемся к комнате. Можно видеть, что при смене карты в нашей комнате лазер автоматически уже начал подхватывать их. Если же этого не происходит, то будет необходимо пройти в папку со старым клиентом и создать там следующие текстовые файлы. Если это не помогло или они уже существуют, то папку со всем клиентом нужно будет переместить по адресу. Убеждаемся, что все работает. Для того, чтобы матч перешел в активную геймплейную фазу, чтобы начислялись звезды, нужно перейти во вкладку с расписанием и щелкнуть левой кнопкой мыши по текущей активной игре. Предположим, что синяя команда проиграла ролл, соответственно она банит первая. Затем бан с другой стороны, и после этого включается автоматический режим пиков. То есть, если карта сменится на ту, что присутствует в мап-пуле, то клиент сам подхватит ее и отобразит. Про активацию клиентов, наверное, все. Ну и напоследок, подготовка OBS к работе с новым клиентом. Захватим сам лазер, подгоним его под экран на сцене. Для геймплея используем захват окон старого клиента, не забывая изменить этот пункт на полное совпадение названия, чтобы клиенты не путались между собой. Отлично. Теперь накладываем эффект хромакея на лазер, в моем случае я остановился на таких настройках. Затем перемещаем геймплейные клиенты ниже лазера на сцене, чтобы при смене экрана на мап-пул геймплей пропадал. Проверяем, что все работает. Большинство видеоматериала этого видео было записано в июле 2019 года, потому клиент немного видоизменился. Однако процесс его использования остался прежним. Из нового. Изначальный экран настройки, в котором можно залогиниться в свой аккаунт, проверить, что клиент видит вышеупомянутые IPC-файлы, а также выбрать Rule-Set, режим игры, по которому вы будете стримить турнир. Основная причина задержки – отсутствие чата мультиплеерного лобби, однако сейчас поддержка появилась, с ним проблем быть не должно. Работает он в автоматическом режиме со всеми комнатами, которые были созданы через команду mpmake. По сути, все готово, однако это огромное количество клиентов может создать некоторые неудобства во время использования, поэтому я предлагаю ознакомиться с решением, которое использую я. Качаем программу PinMe и делаем OBS поверх всех окон. Располагаем его так, чтобы он закрывал клиент лазера, но при этом у нас оставались кнопки управления. Таким образом, вы сами сможете смотреть и комментировать игру уже в итоговом варианте, имея при этом полный контроль над стримом. На этом, собственно, все. Надеюсь, я помог вам разобраться с новым турнирным клиентом. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу его использования, то вы можете написать мне в чат у Сулазер или на новом сайте.
я обязательно помогу. Также, если у вас есть идеи, предложения или баг-репорты турнирного клиента, то я прошу вас отсылать их на GitHub в принятом там формате. Желаю успехов. Bowman score is about to rocket up and towards the end of the map. Oh my Is there enough time? Is there enough time? He's trying to pull it back! He's trying his It's gonna be best! so close! It's getting their toy strapped! He's done it! Bowman's done it! He's done it! Oh wait! Yes he has! Oh my so god! close! He's done it! He has 70 done it! points! He has 70 done it! 70 points! 70 points! I don't believe it! What? Bubble Man is the man!